Добрейшего утречка, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Кепочку заценили мою, да? Ну что, мы с комрадом сегодня приехали побродить по оврагам, по речке, по лесу. Уже сейчас 25 градусов. Воды с собой взяли много, как верблюды. Будем ходить, искать что-нибудь интересное. И вы вместе с нами, друзья. Обязательно пишите приветственный коммент, подписывайтесь, кто еще не подписался. Приятного вам летнего настроения, просмотра, отдыха. Кто желает поддержать канал, описание подскажет, как это сделать. У кого проблемы с YouTube, добро пожаловать на Дзен. Да и вообще просто заходите на Дзен, поддержите подпиской, чтобы был определенный рост канала. Все это в совокупности позитивно влияет на развитие. Так, сейчас хочу вам показать. В прошлый раз мы с Игоряном нашли часы. Он карманные маленькие, я нашел наручные часы. Спасибо всем, кто написал, сориентировал по бренду. Часы с легким радиационным фоном, поэтому из дома, конечно, я их отвез от греха подальше, чтобы не ловить облучение. Хотя все это такое в пределах допуска. Хотя и отклонение в сторону роста радиационного фона есть. Сейчас покажу Игоряна часы. Он их почистил. Такие маленькие, прикольные и почистились хорошо. Давайте посмотрим, прежде чем отправимся копать. Видите, стрелочка даже фигурная. Кстати, Игорян, у меня знаешь, какое подозрение есть? Что стрелка золотая может быть. Что стрелка может быть золотая сама по себе. Было бы неплохо. Она, конечно, весит там миллиграммы. Посмотрите, как очистились, друзья. Открыл Игорь, аккуратненько расходил и открыл крышечку заднюю. К сожалению, никаких подписей нет, только вот мы видим механизм. У меня к вам вопрос, дорогие зрители и подписчики. Вот смотрите, вот видите, вот эта вот пипка торчит, да? Вот как вы думаете, для чего служила она, каково ее предназначение? На самом деле есть предположение, что это часть довольно интересного механизма, и функция за ней, возможно, была следующая. Как ты говорил, Игорь, правильно, вот скажи, как это вот, ну вот это то, что отсчитывало, возможно. То есть часы с боем, а это часы именно, которые при нажатии кнопки в любой момент отстучат время. То есть, чтобы было удобно, например, в ночное время, когда не посмотреть, нажимаешь кнопочку, и она отстукивает часы. Ну, отстукивает, в смысле оттикивает. Оттикивает или отзванивает каким-то, да, какой-то сигнал. Может быть, он был разный на разных часах, но вот как-то, да, звуком. Я все-таки предлагаю тебе на золото проверить эту стрелочку, вполне возможно. Ты посмотри, какой она блеск имеет. И фигурика какая. Ты вот если посмотри в экран сейчас. Да, она прям такая фигурная. Ты видишь, она прям как сделана чуть ли не как ювелирка какая-то. Сейчас, подожди, я еще вот так чуть-чуть увеличу. Посмотри, там прям как арфа какая-то. Я думаю, стрелка золотая. Тонкая работа такая, да, интересная. Левша блоху подковал. Ставьте лайк, друзья, а мы отправляемся копать. Санитарная остановка у нас. Тут дошли до речки. Речушка шумит так по-летнему. После дождей уже вода подочистилась, маленько уровень упал. Сейчас чуть-чуть и поедем с новой камерой на рыбалку, друзья. Вы же знаете все, что Цезарь подгон сделал Пашке GoPro 13 в полном обвесе.
Так что с ней мы скоро поедем на рыбалочку с вами. Лайкос, кто за рыбалку. Погода благоволит, тем более. Сейчас впереди 30 градусов обещают еще. Сегодня покопаем, а там и про рыбалку будем думать. С Божьей помощью. Ладно, пойдем дальше. Пришли на этот блиндажный городок. Будем ходить вокруг. Цепляться за что-нибудь. Звенит много. Но все под слоем железа. Железа много всякого. Среди него может что и надыбается. Так, ребят, первая находка. Смотрите. Бритвенный станок. Уже такой рыхлый. Но все же находка. Так, смахнул с него грунт. Вот это вот облупилась часть. Такой вот экземпляр. Пойдем дальше шуршить, шуршать. Так, дальше. Вот такой ремешок кожаный. И такая пряжка алюминиевая. Игорян что-то стучит там в лесах. Что-то нашел. Столько мелкого хлама, ребят, просто жесть. И посмотрите. Крюк поясной, кительный. Представляете, опять чистилку свою потерял, щетку. Сейчас где пряжку чистил эту. Блин, уже ушел оттуда, закрутился, не знаю, найду или нет. Даже крюк почистить нечем. Ну ладно. Мелочь звенит, в общем, ребят. По своим покопам, закопам вернулся. Вот, снимал я ремешок, и вот он лежит. Как всегда, бросаю и теряю. Блин, уже раз 5 терял и находил. Ту-ту-ту. Как на рыбалке, знаете, на червяка. Плюнуть надо. Хотел с вами, ребята, одну тему обсудить, такую интересную, с которой то и дело сталкиваешься. Уже поднимал я эти вопросы в видео неоднократно. И вот давайте еще раз вернемся после череды нескольких случаев. Не знаю, как это назвать. Ранее я говорил, что это состояние потока какого-то. С Игорем обсуждали тоже. С ребятами, с Тимуром тоже обсуждали мы много раз это. Такие случаи на копе, когда перед тем, как что-то найти, ты прям четко видишь это, что ты сейчас это найдешь. Вот в прошлом видео, когда я пустышку, жетон, нержавейку на шнурке не набитый нашел, за 30 секунд до того, как его найти, я Игорю говорю, я сейчас найду жетон. Я вытаскиваю сначала 2 ключа стальных, потом колышек стальной. И после этого я говорю, я сейчас найду жетон.
Я копаю, я вижу, ребром лежит жетон. К сожалению, он оказался не набитым. Но что это такое? Игорян говорит, это интуиция. Я говорю, но это не может быть интуицией. Интуиция тебе может подсказать, куда идти, как бы наводку какую-то дать. То есть подсказать, но не четко же показать, что ты сейчас найдешь жетон. Буквально месяц назад ситуация с Игорем. Дорога, по которой мы ходили много раз, ПЗ-штрассе, так называемая, танковая дорога в родных лесах, исхоженная вдоль и поперек. Мы идем, уже коп не задался, возвращаемся к машине. Игорян говорит, сейчас я роняху найду. Я прохожу дальше, проходит буквально минута-полторы. Он мне кричит, иди сюда. Я подхожу, он достает знак заранения. В дороге, которая испепелена просто там покопами, закопанными, утрамбованная, исхоженная вправо-влево миллион тысяч раз. Он находит знак, и он четко это видит. Вот что это такое, друзья? Такое же у меня было неоднократно. Один раз с парнями, с Тимуром и с Владом. Мы были, может еще кто-то был, не помню. Я говорю, сейчас я найду прягу. Я нахожу прягу юстиции. Что это такое? Вот напишите в комменты. Было ли у вас такое? Сталкивались ли вы с таким? Может, вы можете как-то объяснить, что это такое? И вот перед тем, как найти это, ты прям четко видишь и знаешь. И ты вот прям до смешного, тебе аж становится смешно с такой какой-то сумасшедшей издевкой над самим собой. Ты знаешь, я сейчас найду, говоришь это окружающим и находишь. Это особое какое-то чувство, состояние. Я называю это состояние потока. То есть ты отключился от всего, ты вот весь в каком-то луче просто находишься, какой-то визор, у тебя третий глаз, ясное видение какое-то включается, управлять этим ты не можешь, привлекать в свою жизнь это естественным путем ты не можешь, и объяснить это не можешь. Что это, друзья, что это, пишите. Монетка, ребят. Алюминиевая, что ли. Ух ты. Что-то какая-то хорватская, наверное. Или Словения. Сейчас почистим, посмотрим. Интересно. Сумочку себе новую купил, кстати. На Озоне за 200 рублей. Поясную. О, прикольная. Я таких не находил раньше монет. Хм. Один пенсо. Ладно, сейчас дочищу, покажу. Или пенго. Раньше вообще такие монеты не встречались. Люмишка. Ну вот, с Игоряном встретились. Он тут рядом с дорогой. И, смотрите, Криксмарине Кнопф. Пуговка такая. Ушко целое, да? Да, целенькая вообще. Вот такая небольшая, мелкая находочка, приятная. Монетку сейчас поднял, тебе шел говорить. Нет. Кстати, я давно, много лет назад здесь находил вот тоже
словацкую, по-моему. М, То ли хорватская. Поглядю. Пенго какой-то. То ли Словакия, то ли Хорватия. А год? Ну, год ниже, не, вот залепленный. Ну, Мгм. какой-то 39-й, наверное, какой-нибудь. Ну да, что-то из этого. Звенят вот такие пятна, друзья. По несколько квадратных метров. Как будто палатки были или что-то. И вот копаю сигнал и смотрите, что выскакивает. Опа. Щетка. Надписей не вижу никаких. Так, вот еще следом. Ну, тут вот интересная баночка. Добролин. Паста. Какая-то паста. Паста до обуви. Крем для обуви, надо полагать. А это что за там сатир какой-то изображен? Какое-то мифическое существо. Вот, ребят, все подряд звенит. И смотрите, это случайно не от горжета ли цепура? Сейчас я ее вот сюда выложу. Она целая. Сейчас вы мне подскажете, это или канина, или от горжета. Вот она. Зачетика какая. Сейчас еще дозвоню здесь, может, что еще будет. Так, дальше из-под старой березы канцелярия пошла, ребят. Посмотрите. Печатная машинка. Вау, все здесь. Такие вот дела. Так, ребят, сейчас интересная находка, точнее интересная ситуация. Лежит вот дерево, сигнал над вот этим старым деревом. Думал сначала сверху что-то лежит, нет. Оказалось под ним ложка. Вот такая вот стальная. Может даже и военная. Частенько так идешь, звенит. Дерево старое, трухлявое, уже ногой его просто пнул, оно разлетелось. И глубже копнул, под ним сигнальчик замаскировался.
Подковы, посмотрите, причем разные размеры. Очки мотоциклетные. Связка ключей. Крышечка от чего-то. Ого. Ключ от города. Ох ты, ёшкин крот, нифига себе. Вторая связка ключей. Да, тут два даже. Ты смотри какой. Золотой. Интересно, от чего это? Ух ты, отвалилось. Это не я. Сейчас сделаю назад. А вот и тот цветной сигнал. А Продолжение следует. это уже может жетон какой-нибудь. Хороший, да? Видишь, сначала звенел хороший, потом ключи, опять хороший, все друг под другом. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию. К сожалению, на сегодня время, отведенное на коп, истекло, пора возвращаться домой. Благодарим всех за просмотр. Желаем вам отличного настроения, здоровья, мира и добра. Не пропустите будущие серии и обязательно смотрите, что из интересного было в прошлом. Покопайтесь, покопошитесь по архиву канала. Вы найдете много интересного. До новых встреч. Всем пока.